Всем привет! Сегодня мы будем делать стол из эпоксидной смолы и слэба карагача. Бюджетный вариант. Я покажу вам, как сделать такой стол, не вкладывая больших средств. Поехали! Слэб мы уже подготовили. Вот такой слэб у нас будет. Очистили его от коры, выровняли. Берем не очень толстый слэб, так как его стоимость напрямую зависит от его толщины. Начинаем заливку, конечно же, с изготовления короба. Мы его делаем на скотче, так как смола легче отходит. Промазываем все герметиком. Нам очень важно, чтобы не потерять ни капельки смолы. Везде все тщательно проходим по всем углам. Замешиваем наши компоненты, смолу и отвердитель. В итоге у нас получается все вместе 4 килограмма, 4 литра смолы. Специально вам говорю, сколько литров у нас уходит заливать, потому что мы будем в один слой, и 4 литра, по сути, нам потребуется на весь стол. Наш столик мы будем делать в голубом цвете, поэтому мы добавляем немножечко голубого колера. Добавляем по одной капельке и потихоньку смотрим на цвет, потому что колер можно переборщить, он будет слишком насыщенный, вплоть до черного оттенка. Вот такой красивый голубой оттенок у нас получился. Мы хотели его сделать светленьким, чтобы он действительно был похож на воду в реке. И вот теперь самое главное, что же мы будем делать, чтобы сэкономить на смоле. Мы кладем наш слэб лицевой стороной внутрь, то есть сверху у нас изнаночная сторона, вот то, что вы сейчас видите, лицо у нас лежит на самом коробе. Получается, когда смола отвердеет, мы перевернем наш столик лицевой стороной вверх, и у нас получится такой эффект, как будто бы стекло лежит на нашем слэбе. Но оно держится, конечно, очень хорошо. Смола очень твердый материал, и поэтому нету проблем с тем, что даже будет тонкий слой. Через 3 дня наша смола отвердела, где-то на 4-й день мы начали шлифовать. Сейчас отшлифуем нашу поверхность. При шлифовке, как это часто бывает, у нас образовались дырочки. Мы промазываем их специальной шпаклевкой по дереву. Каждую дырочку прям пальцем можно вот так вот обработать. Желательно это сделать с горкой, потому что немножко шпаклевка все-таки проваливается внутрь. И далее у нас будет финальная шлифовка. Можно, конечно, пролить все смолой, но это у нас займет еще больше времени. Смола будет сохнуть опять 2-3 суток, а шпаклевка по дереву, она засыхает на следующий день, там от 12 часов примерно наша шпаклевка сохнет. Поэтому нам проще замазать всю шпаклевкой и, конечно же, не оставляйте эти дырочки без внимания. Некоторые так и отдают столы, но желательно каждую дырочку все-таки промазать. Вот все наши дырочки промазаны. Ждем сутки и приступаем к финальной шлифовке нашего стола. На следующий день мы финально шлифуем наш стол. Вот так выглядят обработанные дырочки. Если хотите, вы можете добавить в шпаклевку более темные цвета, а можно шпаклевку смешать со стружкой, когда вы первый раз шлифовали. И тогда у вас будет идеально цвет шпаклевки подходить к цвету вашего дерева. После обработки лицевой стороны нашего столика мы приступаем к обработке торцевой части, боковинок. Вот здесь вы можете как раз таки посмотреть, какая у нас получилась толщина. То есть, по сути, слэб немножечко не закрыт смолой, но визуально это смотрится очень даже хорошо, и как раз таки на этом вы можете сэкономить. Выдуваем ненужную нам пыль и приступаем к обработке маслом. Самый любимый момент, потому что при обработке масла вырисовывается вся фактура дерева. Очень красивая. Маслом мы покрываем 2 раза.
даем ему впитаться и через 12 часов делаем второй слой. Вот такой красивый столик из эпоксидной смолы и слэба у нас получился. Бюджетный вариант. Мы потратили совсем немного средств. Вот так тоненько, как тоненькое стекло, он смотрится сбоку. И вот мы этих ножки не будем использовать, это мы просто пока взяли. Тут будет прямоугольное подстолье, но вот так вот он будет смотреться. По-моему, очень даже неплохо и красиво получилось. И стоит это совершенно недорого. Не обязательно тратить большие деньги, чтобы получить такой красивый, замечательный стол. Спасибо, что посмотрели наш ролик до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, нам будет очень приятно.